Теперь, когда у нас есть наш первый дизайн головы в довольно хорошем состоянии, пришло время создать еще несколько вариаций. Это для того, чтобы поэкспериментировать с некоторыми различными или альтернативными дизайнами, не меняя оригинальные. Конечно, это чушь лепить новую голову с нуля, поэтому мы просто продублируем текущую. Я перенес все свои предметы из оригинального дизайна в коллекцию и продублировал всю коллекцию, чтобы все было организовано. Как только у нас будет дублированная версия, мы сможем скрыть коллекцию оригинала и начать лепить на втором один. В качестве подсказки расположите коллекцию таким образом, чтобы у вас был четкий порядок для них. Ты можешь переключаться между самыми популярными коллекциями в контуре. С коротким счетом 1.0, который будет сборником 1.10. Порядок самых популярных коллекций совпадает с этими ярлыками. Нажатие на цифру покажет эту коллекцию и скроет все остальные, удерживая Shift при этом добавит или удалит эту коллекцию к видимым. Это может быть действительно быстрый способ сравнения и переключения между различными конструкциями головок. Хороший совет по корректировке больших пропорций дизайна головы — объединить все объекты вместе. Конечно, убедись, что ни у одного из объектов нет модификаторов. Так что все должно быть применено. Иначе ты можешь потерять модификаторы или превосходно применить все виды модификаторов к уже вылепленным объектам. Ты можешь соединять разные объекты, выбрав объекты, которые ты хочешь соединить, и нажав кнопку управления. С тех пор я меняю пропорции лица. Может быть, глаза немного изменятся, особенно немного, но это лучший способ лепить все объекты одновременно, не повторяя, знаете ли, этапы после этого. Ты можешь снова разделить их, перейдя в режим редактирования объекта, нажав P и щелкнув либо по выделению, чтобы отделить текущее выделение как новый объект, либо по отдельным частям, чтобы отделить все отдельные части сетки как новый объект. Со вторым вариантом дизайна я хотел сделать голову длиннее и более угловатой из всех. Для третьего дизайна я выбрал более округлое лицо с круглыми ушами и широкими глазами. Этот дизайн также становился все ближе к более подростковому или молодому взрослому дизайну. В то время как другие выглядели более зрелыми, время от времени отключайте цвета вершин, чтобы еще лучше понять фактические различия в моделях. Также отрегулируй краску вертекс на этих вариациях, чтобы получить, например, разную форму бровей и разный цвет кожи, цвет волос или глаз. Или все, что ты хочешь увидеть в другом свете. Продолжай экспериментировать, меняя размер разных черт лица. Вот где ссылки на реальных людей и концепт-арт могут действительно пригодиться. Может быть очень полезно попытаться сопоставить и стилизованную, и уже существующую актрису. Или посмотреть на некоторых стилизованных персонажей других артистов и изучить, какие черты они выбрали для стилистов, а какие черты упростить. По большей части то, что я здесь делал, это использовал кисть с захватом и змеиным крючком, чтобы изменить размер черт лица и общие пропорции с этого момента. Ты можешь вдаваться в подробности и даже изменить стиль носа или губ, или все, что придет тебе в голову. Сейчас самое время поделиться идеями и найти дизайн, который ты хочешь развивать дальше. Для четвертого дизайна я попробовал сделать что-то совсем другое. Я изменил краску Vertex и стоимость материала, чтобы соответствовать бело-рыжему, и снова начал менять черты лица и режим лепки. Нос определенно должен был быть менее широким, а глубину расположения нужно было изменить. Я также изменил цвет глаз в дополнение ко всем другим цветам вершин. Я тоже начал менять прически и экспериментировать с этой стороной.
Если ты забыл поместить какой-либо цвет в цветовую палитру, помни, что ты также можешь переключиться на плоское затенение в окне просмотра и использовать средство выбора цвета для выбора цветов из любого места интерфейса Blender. Ты также можешь рисовать грубые детали, такие как веснушки, используя ползунок дрожания и параметры интервала на твоей кисти. Этот вариант дизайна головы в целом относительно близок к третьему, поскольку он также должен быть относительно круглым и молодым. Также не забудь сравнить проекты друг с другом и вернуться к предыдущим, чтобы скорректировать и улучшить их. Постарайся, чтобы они выглядели достаточно по-разному, и регулярно обновляй каждый из них. Один аспект, который я, например, постепенно улучшал с течением времени, заключался в том, чтобы придать глазам в целом больше белого пространства по направлению к носу. Я не оставлял достаточно места для белых глаз, поэтому всегда казалось, что они немного косоглазые. Как только ты поймешь, что что-то можно значительно улучшить в одном варианте, попробуй это на других, чтобы не оставлять некоторые варианты заброшенными, а время от времени обновлять их все. Интересная часть стилизации, на которую следует обратить внимание, это также боковой профиль лица. Если мы посмотрим на профиль одной из голов, мы увидим, что подбородок, рот и кончик носа в основном представляют собой одну линию, идущую наружу. Затем снова идущую внутрь на переносице и наружу и внутрь на лбу. Опять. Особенно на мультяшных персонажах Диснея, например, вы можете видеть, что эти линии сильно преувеличены.
конце концов я решил добавить дополнительные предметы и для ресниц. Я установил курсор с 3D на островки и со сдвигом A. Я добавил самолет. Затем ты можешь добавить модификатор Subdivision Surface и модификатор Solidify, чтобы добавить больше разрешения и толщины, выдавить края с помощью и смоделировать ресницы примерно на месте вдоль верхнего века. Тогда добавь пару петель вдоль ресниц с контролем, чтобы они могли изгибаться вверх, убедись, что они становятся длиннее, чем дальше они уходят в сторону. Используй модификатор зеркала, чтобы увидеть это и с другой стороны. Ты также можешь добавить немного нижних ресниц, выбрав и продублировав часть верхних, но в конце концов я удаляю их из всех скульптур головы. Если ты хочешь пока сохранить модификаторы в рабочем состоянии, ты можешь внести более широкие изменения, включив пропорциональное редактирование и режим редактирования с помощью ярлыка. Таким образом, движущиеся вихри оказывают последующий эффект на две соседние геометрии. Измени радиус падения с помощью колесика мыши или цифровой клавиатуры плюс и минус. Ты также можешь изменить общую кривую спада в настройках пропорционального редактирования. После того, как ты закончишь с одним набором ресниц, ты можешь дублировать их и перемещать в другие коллекции, а также использовать для других дизайнов. Я снова собираюсь засечь время. Это ненадолго, и на этот раз мы продолжим с комментариями. Шагни. Еще один способ создания волос,
который я использовал для третьего варианта головы, заключался в извлечении маски из линии роста волос. Таким образом, вы в основном рисуете область, которая должна быть покрыта волосами, с помощью кисти для маски, а затем удаляете ее с помощью инструментов для маски. Точно так же, как мы делали раньше с бровями, особенно для коротких волос и волос, которые должны быть близко к голове. Этот метод может значительно сэкономить время. Для более свободно плавающих и диких причесок. Важно иметь в виду, что силуэт должен быть четким с большинства ракурсов. Следите за тем, чтобы силуэт не был слишком скучным или слишком перегруженным деталями, чтобы не повторяться. Остальная часть видео будет чисто замедленной съемкой. Я увижу тебя в следующей части, которая будет последним видео в этой главе для завершения дизайна головы.